Пойдем-ка, пойдем. Ой, как раз с рассветом проснулся. Поплавочка готова. Будь здоров, колсончик. Перловка то, что надо, получилось. Волна, правда, такая сильная, без 10,5, а уже так дует. На завтра нужно будильник поставить чуть раньше, чтобы рассвет полностью не пропустить. А вот панелька. Сейчас посмотрим, что-то генерирует уже или нет. Не, пока. Ой, по нолям 0 ампер. Но это ничего, всегда можно выставить ее на солнышко. В принципе, сейчас у меня нет какой-то потребности. Аккумулятор практически полностью заряжен. Поэтому... Так, комариков вот сколько наколотило. Как-то комарики странно атакуют. То вроде достают, что аж прячешься под одеяло с головой. Жужжат, кусаются. А потом вроде как закончились. Тишина полная. Все, думаю, наверное, всех перебила эта лампочка. Потом опять. И вот так вот временами. Раза 3-4 за ночь, наверное. И я понял, это у них просто трехразовое питание. Попробую поставить солнечную панельку вот здесь, облокочу на дерево. Думаю, здесь будет какое-то время вырабатывать. Хотя я же говорю, что сильно не нуждаюсь сейчас в электроэнергии, и аккумулятор практически заряженный. Но мало ли, вдруг солнца потом совсем не будет. Лучше перебдеть, так сказать. Карлос, ты решил позавтракать? Так, аккумулятор в тенечек. Панельку на солнце. Ну вот. Тут уже что-то есть. Маловато. 1,6. Надо ее покрутить немного. Ну, вот так уже 2. 2,1, 2,2. 2,5. 2,6. 2,7, 2,8. Я не понимаю. Я уже сделал угол намного меньше, чем 45 градусов. Не, или сколько? 90 градусов. Вот так где-то 90, если смотреть по солнцу. Ну так 2,4, а вот так 3,1. Почти вертикально нужно ставить. Тогда будет максимальная генерация тока. Решил перенести здесь еще больше солнца. И уже 4,5-5 ампер показывает. Пока сильный ветер, с лодки рыбачить не буду. Но все равно сплаваю. Подкормлю место возле якорей. Опять же так в рассыпную перловочки насыплю, чтобы крутилась рядом рыбка. И попробую половить. Посмотрю, во всяком случае, если здесь красноперка, можно сделать что-то подобие попла-попера. Такая приманочка. Поперок — это поверхностная приманка, которая так булькает. И вот вместо крючков, тройников на ней привязывают в конце небольшой поводочек и обычный крючок с опарышем. Вот. Можно наловить, в принципе, красноперки, приготовить уху, потому что уже как-то неплохо было бы и что-нибудь съесть. Интересно, если ее протереть, насколько улучшатся показатели. Сейчас помою ее. Она немного, ну, под дождем, под брызгами какие-то пятна с реки остались. Так, вот сейчас 4,4, 4,5.
Видно. Вот я поставил заряжать батарейки от камеры, лампочку Карлоса. Я забыл, что она у меня на одной веточке сейчас упадет. Надо еще одну подставочку сделать. Ну, все, теперь чистенькая. Так, травку еще брать. Ну вот, после того, как помыл, 4,8. Было 4,4, 4,5. Так что держите панели солнечные в чистоте. Это рыбам, это не тебе. Всех кормлю. Карлосов, рыбов. А себя пока не кормлю. До сих пор холодная. Как так может быть так долго оттаивать? Такой брикетик. Да, хорошо получилось. И на крючок можно, и на прикормку. Все равно еще буду варить, поэтому откладывать на крючок не буду. Сейчас ловить не буду. Волна большая, ветер сильный. Займусь чем-нибудь по стройке. Пусть уже рыбка серьезная придет. Обычно первое время сначала мелочь подходит. Мелкий лещ, плотва. А уже спустя несколько дней более осторожный крупный лещ. Это все в теории. Потому что у меня в последнее время в основном теория, а практика подводит что-то. Карлос, ты со мной пойдешь? Давай, спускайся. Закормил еще разок хорошенько. Ветер, конечно, такой, что на веслах с трудом зашел сюда, в этот проем. Так сдувало дальше. Как правило, вот это направление ветра летом здесь постоянное. Поэтому отсюда в сторону дома уйти не проблема. А вот сюда намного сложнее добираться. Ну, если не мощный электромоторчик, как у меня. Здесь у берега совсем небольшая волна. Сквозь камыши она гасится. Было бы неплохо, если бы к вечеру ветерок стих и была возможность порыбачить с лодки. Так, что тут с панелькой? Панелька уже частично не на солнце. Дерево закрывает ветка. Солнце. Да, вот генерация уменьшилась намного. 1 ампер всего лишь. 1,2. Еще раз говорю, что при острой необходимости в электричестве панель всегда можно вынести ближе к берегу или даже на воду. Если на лодке, то можно ловить целый день солнышко. Поэтому это не проблема. Ну а пока мы с Карлосом ждем от моря погоды, займусь чем-нибудь по строительству. Сейчас хочу взять пилу, аккумуляторы и сделать приспособу для нарезки чурочек, чтобы побольше их нарезать и собрать стружку древесную. Я посмотрел, в принципе, дольше всего такой раствор сохнет, но в принципе без трещин вполне нормальный раствор. Поэтому постелю баннер и хочу сделать такую приспособу, чтобы туда бревнышко ставить, и оно держалось на месте. Я чик-чик-чик по-быстрому нарезал, чтобы высадить аккумуляторы и снова их зарядить. В общем, пилить буду много сегодня. И не только сегодня.
приспособление для пиления чурок я вижу так. Очень просто. В этом бревнышке сделаю вот такой пропил, чтобы туда вкладывать бревно, чтобы оно не каталось. А к этому тяжелому закреплю вот такой вот кусочек, упор на 2 самореза. И получится здесь оно под упор ляжет, там в эту вот в пропил. И все, можно стелить баннер, рядышком ставить пенечек, чтобы комфортно работать сидя. И пилить чурочки. Надеюсь, сработает. Ну, если сильно будет большое бревно, то рычагом может поднимать это, но ну, достаточно тяжелое. Так, где-то так. Сильно крупные мне уже не нужны, а точнее вообще не нужны крупные, остались только мелкие чурочки. Вот так. Сейчас прикручу туда на 2 самореза небольшое поленце и можно пробовать. Ух, и сверлышко запаковали. Ну, уже кучка опилок есть. Я почему хотел перекрутить, он неплотно прилег, потому что уже резьба самого самореза держится и в резьбе брусочка, поэтому обычно я сверлю ту деталь, которую я хочу закрепить, таким, чтобы резьба полностью проходила, чтобы она в нем не держалась, а придавливала только шляпой. Но такого сверла у меня сегодня не было, поэтому просверлил каким есть. И вот хотел открутить и перетянуть его, чтобы он вплотную был. Вот, теперь вплотную. Вот тогда он будет намного крепче держаться. Есть. О, теперь жестко. Ух, какой красавчик. Давай, ползи отсюда, а то в раствор попадешь. Интересно, на него клюет. О, ну что, можно пробовать. Что у нас получилось? Опа. Получилось пока не очень. Я это не так видел. Так. Что надо сделать? О, так уже чуть лучше. О! Я хочу нарезать пятачков таких, сантиметра по 1,5, а лучше меньше даже. Но это нужно хорошо владеть цепной пилой, чтобы прямо такие ровненькие. Но я попытаюсь. Заодно будет много опилков. Для чего? Для того, чтобы оббить дверь. У меня теперь шуруповерт есть. Есть еще небольшие саморезики. И я буду сверлить их, чтобы они не кололись. И прикручивать. Потому что камыш я немножечко поднадоело мне этим заниматься. Пальцы уже от степлера болят. Но действительно это ненадолго. А так будет необычный дизайн. Половина так, половина так. Если что, камыш, если отвалится, ну, говорят, скобки поржавеют. Ну, они же, в принципе, под навесом дверь. Не должны поржаветь. Посмотрим. В общем, если отвалится, то доделают такими же шайбочками. Вообще посмотрю, как оно будет смотреться. Первый блин комом поломался. Но такие кусочки тоже пригодятся. Ну вот, второй уже ничего.
Так, в общем, получается замечательно. Опилка собирается. Блинчики получаются. Единственное, там нужно сейчас, там где вот эта рейка диагональная, под нее сделать несколько фигурных блинчиков. Это под нее, значит, надо сделать понижение. Блин, наверное, такое я уже так не сделаю. Ладно, сейчас подумаю, как там правильно сделать. Так. Вот что я имел в виду. Вот эту рейку, чтобы как-то, я думал, сделать внахлёст. Вот эту часть сделать с понижением. Может, не заморачиваться. Ага. Я придумал, как сделать. Здесь сделаю. Ну так они получаются примерно в толщину этой рейки. А потом здесь можно вот так вот дополнительно кружочками сделать, закрепить на рейку. Будет как-то необычно. Или вот так вот. В общем, ладно. По ходу дела буду импровизировать. Решил все-таки вырезать вот такое понижение. Не так уж это сложно. Ну вот, по-моему, отлично вообще подошло. Так. Отверстие надо сверлить, потому что дуб сухой, может лопнуть. Я взял еще вот такие вот желтенькие шляпки саморезы, чтобы не так бросались эти черные в глаза. Можно даже взял еще и сверло, чтобы расточить в потай. Неохота менять постоянно дрелью, так руками немного просверлю. Да, отлично получается. Теперь битку. Конечно, удобнее, когда два шуруповерта. Одним сверлишь, другим крутишь. Но ничего, я заранее попросверливаю в пятачках отверстия, а потом буду прикручивать. Так, главное не, отлично, не перетянуть, чтобы не лопнуло. Ну все, первый пошел. Вроде только начал пилить, а опилок уже прилично. В общем, довольно быстро приловчился. Прямо уже ювелирно. Меньше сантиметра оставляю вот эту полочку. Так, главное не перехвалить себя, а то поломается в ненужный момент. Так, ладно, этот пойдет выше. А следующий нужно глубже прорезать. Этот сюда. Просто замечательно. Вот этот сюда. О, здорово вообще. В одной плоскости все. Сразу прикручу. Вот здесь рассверлил поглубже, чтобы большим сверлом, чтобы шляпка пролезла, потому что коротенький саморез так бы и не достал, чтобы прикрутить. Раньше такие отверстия, когда работал, делали специальные пробочки деревянные, было такое сверло, и тоже дубовые сверлили, потом выламывали, и после того, как саморез закрутили, пробочку забивали на клей
срезали, наждачечкой зачищали. И идеально, желательно пробочку надо по структуре подобрать, по волокнам, чтобы совпадало. Тогда вообще незаметно. Куда побежала? Так, уже неудобно такое коротенькое резать. Наверное, буду другое ставить уже. Тихо. Карлос, будешь кашу из топора? Надо забрать домой уже, сделать новую рукоятку и опять его покрасить, почистить. А то уже такой стрёмненький. Поломался. Ну вот, батарейки сели. Запах какой-то. Карлос, пойдем купаться. Рыбка плавает прямо возле камыша, возле берега, мелкая красноперка. Волна, конечно, очень сильная. На лодке стать будет сейчас захлестывать через борт. Так. Включаем зарядку. Подключаем аккумулятор. Почему-то мигает на камере изображение на вольтметре и амперметре. В общем, там 18,7 вольта, 1,14 ампера заряжается. Масло еще есть. Так, можно уже и опилки подсобрать.
Ну вот практически полная ведерко. Да, если бы задаться целью и понимать, что нет ракушки рядом, то запросто можно вот так заготавливать опилку. И если рядом есть глина и валежник, лес, режешь и кладешь домик. И легкая, тягать не тяжело. Когда несколько подряд режешь, начинает запах какой-то вот такой, как проводки, как моторчик подгорает или что-то может подгорать. Я, пожалуй, немного перекурю и попробую повесить гамак. Он вчера промок, пока я сюда добирался. Высохнет, а после обеда можно будет и поваляться. Если, конечно, поймаю что-нибудь на обед. Так, что-то коротенькие веревочки дали. 100 лет уже не вешал я гамак, даже не знаю, какой правильный узел сделать. Сделаю удавку на дерево. На второе. Ух ты, что-то скользит. Так можно и грохнуться. Точно. Веревка такая синтетическая и прямо соскальзывает. Надо двойной узел сделать. Ну что, делайте ваши ставки. Упаду или не упаду. Или порвется. Или что произойдет. Опа. Я уже 100 лет в гамак не залазил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Трещит все кругом. Что-то это не мой размерчик, похоже. Как-то неправильно все, блин. Похоже, выброшенные деньги. Что-то здесь перепутано, как-то навязано на узелочке. Что попало? По идее, должна быть вот здесь веревка продета. И вот здесь. Но их, похоже, там нет. Короче, ерунда. Это не гамак. Блин, шарахнусь. Ой. 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 Вообще такое себе, но... Ну, может быть. Здесь внизу ничего острого нету. Корней каких-нибудь. О, получилось. Нельзя, конечно, сказать, что он полностью недееспособный. Но, скажем прямо, не люкс класса, не очень удобно. Хотя все равно, конечно, здорово. Полежал немного, задремал, глаза открываю. Тут стая мошкары летит прямо надо мной в сторону водоема. Таких мелких каких-то. Не знаю, кусючих или нет. Может, они меня не заметили. Но пока не кусаются. Просто пролетают. Я думаю, видно будет. Возле объектива прямо летят. А, еще вспомнил.
Прогноз погоды передавали там за 30, даже под 40 градусов. Вы видите, в этом месте я лежу в штанах и в кофте, и не хочется снимать, и ноги мерзнут. Хоть носки одевай. Здесь в жару очень здорово отдыхать. Нет пекла, кто вот в жару не переносит. Хотя я к жаре нормально отношусь. Вот. В детстве часто ездил в Ташкент к бабушке, дедушке. Там такое пекло за 40, что асфальт плавится. В общем, для меня это нормально. Я привыкший. Панелька уже не освещается солнцем. Буквально кусочек. И показывает 0%. 0 ампер. Странно, что 0 ампер показывает. Хотя бы какую-то там 0,1 или что-нибудь. Потому что я помню, даже дома при свете лампочки, она, во-первых, напряжение однозначно генерирует. Сколько ампер, не знаю, но горит лампочка вот эта вот светодиодная без проблем. То есть от обычной лампочки можно зажечь светодиодную лампочку, менее мощную. А тут вроде как прямо светло. Мне казалось, что это даже зимой генерировало. Вот в землянке там вообще тень постоянная, кроны, да еще зимой тучи, солнца нет. И все равно мне, вот эта лампочка загоралась даже вот при обычном, просто дневном свете, пасмурном свете. Там, правда, лампочка 3 ватта, по-моему, она потребляет. Ну, хоть что-то. Так, аккумулятор набрал уже 21,2 вольта. По-моему, до 21,5 он должен набрать. И дальше уже будет снижать ток до 0 и значит полностью зарядиться. Ну, он постоял сколько? Ну, около часа, наверное, постоял. Этого недостаточно. Он и от обычной зарядки дома от розетки заряжается дольше. Так, а вот аккумуляторы от камеры подзарядились. Как раз сейчас нужно заменить аккумулятор. Я думаю, вы поняли, что нет проблемы в том, что солнце сейчас не светит на панель и аккумулятор не заряжается, потому что он практически полностью заряжен. И с него я могу зарядить свои аккумуляторы. Ну, сколько в нем? 1200 ватт-часов. Или, ну ладно, 100 ампер-часов. 12 вольт. А этот аккумулятор 20 вольт. 5 ампер-часов. То есть с 12-вольтового он примерно 10 ампер заберет. Один аккумулятор. Получается 10 аккумуляторов я смогу зарядить от этого до полного разряда. Друзья, не знаю точно сколько времени, но уже ближется к обеду. Есть охота. Наверное, я прервусь немного с этими кругляшками для дверей. И попытаюсь все-таки поймать хоть мелочь здесь возле берега. Видел, плавала красноперка. Я хотел половить ее на поплапопер. Я, по-моему, говорил об этом. Но его не оказалось в моих снастях. Зато у меня есть такой крупный поплавочек. Я его для живцовой удочки использую. На щуку там. В общем, сделаю из него поплапопер. Привяжу поводочек. Ну, в общем, по аналогии, как я рассказывал. Сейчас сделаю и попробую половить. Собрал вот такую снасть. Вот он, этот поплавочек. С топорками его застопорил. Ниже вертлюжок, поводок, крючок. В общем, все просто из того, что под руками. Вижу, плавает стая красноперки прямо вот под носом. Это будет моим садком. Потому что садок я забыл. Нельзя ж так, чтобы ничего не забыть. Думаю, не страшно. Мне главное на поесть поймать. Так, опарик насаживаю. Крючок большой поставил. Красноперка, в принципе, у нее рот большой, она хищник в какой-то степени.
Может она запросто и малючка какого-то съесть. Неважно, короче говоря. Ну, смотрю, они хоть и мелковатые, но должны проглотить его. Рыбы полно, но сейчас поплавок туда приземлится, этот огромный. Главное еще на камыш не забросить. И недолет. А у меня тут борода получилась. Блин. Как бы ее распустить. Бороду распустить. Так, все, распутал, забрасываю еще разочек. Я думаю, должны схватить. Сейчас посмотрим поплавок. Как только поплывет. О, поплыл. Поплавок такой крупненький. И рыбка сама засекается. Ну вот. Так что уха сегодня будет. Если бы чуть покрупнее, можно было бы пожарить, конечно. Только что-то рыбы уже не видно. Вот этого я и боялся, что после первой рыбки они разбегутся. Где их теперь искать? Придется теперь взять сухариков, бросить туда в камыши и ждать, пока красноперка подойдет сюда. Просто с таким ветром я сейчас, если куда-то пульну туда далеко, то... О, клюнуло. Только что была поклевка. Я думаю, вам даже такой поплавок видно будет. Большой. Поклевку будет заметно, как он поплывет куда-то. О, поплыл, поплыл. О. Рыбка это совсем маленькая. О, еще и сбежала. Они на всплеск поплавка подплывают. И вот поэтому на поппер этот, на поплавопоппер они хорошо клюют. Поймал здесь 3 рыбешки, остальные разбежались. Пошел туда дальше. Но там ветер сквозь вот этот проем так дует, что на первом забросил на камыш. Так что сейчас раздеваюсь и иду отцеплять. Пойдем купаться? А? Вижу, хочешь очень. Пойдем, пойдем. Погнали. Догоняй. Пошли. Пойдем, пойдем, Карлос. Я вспомнил, у меня же еще это, верша стоит. Я ее так и не проверял. Посмотрю, что там с ней. Понятно, что весь корм уже съели с нее. И, скорее всего, вся рыба выбежала. Надо ее вытащить на берег, наверное. Окунь. Пригодится для ухи. Очень даже. Вот окунечек попался. Возьму-ка я спиннинг с собой. Я думаю, если освобожу, наживка будет на месте. И там немного побросаю. Что водичка не очень тепленькая. Середина лета. О, вон какая-то рыбка плещется. Попробую туда. Главное, чтобы снова не на камыш. Что-то есть, по-моему. Ага. Вот она. Попалась. Ну что, еще пару штучек и можно варить уху. Переодеваюсь обратно, потому что на ветру прохладно здесь стоять. В мокрой одежде особенно. Карлос, ты уже обедаешь? А я только готовить собираюсь. Я поймал еще пару рыбешек возле того дерева. Так что на уху мне уже хватит. Много варить не буду, так на один раз. Потому что холодильника у меня нет. Хотя, в принципе, вполне мог быть. Я пробовал
дома подключал свой большой холодильник с морозильной камерой. И он потребляет, оказывается, совсем немного. Там, по-моему, ну на старте что-то он там показало там больше 100 ватт. Потом чуть-чуть вот только он был выключенный, немножечко там разгонялся тоже там что-то 90. Короче, 70 ватт в итоге. То есть он вышел на свою мощность, на режим и потреблял всего лишь 70 ватт. И это при том, что когда он на морозе, он же выключается, он не все время тарахтит. Поэтому я проверял, он без проблем у меня ночь проработал от вот этой вот зарядной станции. И еще там оставалось много зарядок. То есть если ее пополнять солнечной энергией, то вполне реально привести холодильник и отдыхать с полным комфортом. Но это, конечно, когда надолго приезжать. Ну и вообще, если честно, появилась у меня мысль продать зарядную станцию. Ни в коем случае не потому, что она мне не понравилась. Она реально вещь, которую я давно хотел себе иметь. Вот. Но для того, чтобы делать нормальные видео в 360 в хорошем качестве и достаточно быстро их монтировать и рендерить, нужен более мощный ПК. Ну, точнее, ноутбук. Стоит очень прилично. Поэтому, скрипя зубами, решил продать эту зарядную станцию. Она новая, буквально я ее проверил только. Один раз разрядил, зарядил, проверил, что все работает. Так что кого заинтересовало, я оставлю почту электронную. Пишите, если кому-то нужно. Вот, сделаю небольшую скидочку. Так, печку надо почистить, подготовить к ухе. А еще мне сказали, что если добавить золу в раствор глиняный, то он станет, кроме того, что намного крепче, но еще вроде как перестанет бояться воды, влаги, не будет типа раскисать. Вот, можно попробовать. Ну, вернее, так и сделаю. Сейчас добавлю тут немного, и в основном угли остались. Ну, хоть немного. Там вроде совсем небольшой процент необходимо добавлять. На ведро, я думаю, пойдет. Начал чистить картоху. Она уже вся такая проросшая. И там еще кулек висит. И тоже уже и корни пустила. Я вот это подумал. Буду варить необычную уху. Сейчас пойду пройдусь. Наверняка каких-нибудь сыроежек или что-нибудь найду. В уху сделаю побольше картохи. Ну, вот этот весь кулечек хотя бы почищу. Вот. Добавлю, понятно, рыбку, там морковку, зелень. Но картоха останется. И если найду грибочек, поджарю с лучком. И будет у меня второе. Картошка отварная. И залью вот это вот грибочками. Будет первая уха и вторая вот картоха с грибами. Так что пойду, пока костерок горит, поищу каких-нибудь сыроежек. Я только что спросил у искусственного интеллекта, если ему сфотографировать гриб с разных ракурсов, там сверху, снизу, сбоку, сможет ли он определить точно, что это за гриб. Я уже какой-то вижу. По цвету похож на сыроежку. Ага, а вот уже еще одна раздавленная.
Если честно, я никогда не ел эти сыроежки. И почему они так называются, тоже не знаю. Но сырыми их есть большого желания у меня нет. Я слышал, что мухоморы едят даже сырыми, и они вовсе не такие отравленные, как о них говорят. А если его отварить и пожарить, то это вообще будет замечательный и вкусный грибочек. Вот они, маленькие сыроежечки. Сейчас, наверное, сорву. Сорвал, чтобы сфотографировать и узнать, что там скажет интеллект, как их готовить, надо ли варить, или просто можно пожарить, или что с ними вообще делать. Но мне нужно жарить. Я знаю, что там вот белый гриб, я его даже не варю. Помыл, порезал и пожарил. И очень быстро и вкусно. Иди вперед, ищи грибок. На, нюхай, ищи, искать. Давай, вперед, вперед. Ну куда побежал? Вот же ж он, сыроега. Ох и Карлос. О, вот еще. Это ж все они, насколько я понимаю. Этот старенький, а вот молоденький. Сорву еще один. Как-то он поломался так, червивенький, что ли. Если честно, как-то мне не внушает доверия. Я прошелся уже по проверенным местам, где раньше собирал грибочки вкусные. Нету еще пока белых. Какая красота. Кто-то его уже начал есть без меня. Это я забираю. Это сегодня я буду жарить. Так. Надо вокруг внимательно теперь посмотреть, раз такое дело. Так, какой у нее ножка. Так, в общем, эти я не знаю, но сфотографирую. А вот этот я забираю. Это вкусненько будет. Опа. Опа-па. Еще один вижу. Стоять. Вот он. Вот он мой вкуснейший будет обед. Сфотографировал и отправил искусственному интеллекту все 3 гриба. Он почему-то определил, ну я 6 фотографий сделал, по 2 на каждой. Сыроежку определил сразу, но говорит, что с красной шляпкой есть сыроежки разные виды, и какая-то может быть съедобная, какая-то может горчить. Вот, и не рекомендует он без дополнительных там каких-то, ну, еще типа разрезать, сфотографировать. Вот. А второй и третий гриб он как за один принял. И сказал, что это какой-то булетовый, что ли, гриб. Тра-ля-ля, там рассказал, что трубчатый, а не пластинчатый. И что, скорее всего, это маховик. Вот. Но, говорит, есть какие-то виды, которые, ну, вроде как все съедобные, но какие-то виды могут вызвать расстройство. Вот. Короче, не рекомендует он ни тот, ни другой есть. Но я уже вот этот вообще 100%, и этот тоже. Вот эти вот маховик или. Ну, мне кажется, что это разные виды грибов. Этот вот. Тут ножка такая пузатенькая. Прямо красавчик. А этот, да, вот как маховик там или что там еще может быть. Вот. Но буду я их однозначно жарить, а сыроежку не знаю. А если ее попробовать? Фу, она твердая такая, пустотелая. Фу. Не, это я есть не буду. А вот эти буду.
Почистил, помыл картошку, морковку, лучок. Рыбка тоже уже почищена. Сейчас хотя бы начнет закипать и брошу туда рыбу. И потом, как только картошка будет готова, можно попить юшки, съесть там одну картошечку. Вот. А уже остальную картошку буду есть с грибами на второе. Тут уже кипит вовсю, можно рыбку. Сейчас немного прогорит, чтобы не так активно, чтобы рыба прямо так не развалилась в таком бурлении. Сейчас возьму немного, повытягиваю лишних дровишек и закину рыбку. Рыба еще холодная, поэтому она, я думаю, уменьшится кипение. Так, а из специй соль и душистый перец. Сейчас еще поищу обычный перец. Соль с добавлением калиевой соли. Не только натриевая, поэтому она не такая вредная, как обычная. Если кто подумал, что много я сыпанул, ну, в принципе, люблю я соленое, но сейчас стараюсь редко солить. Скажем, если солю, то уже так, чтобы было вкусно. А если не солю, то совсем не солю. Так, не могу открыть. А, еще укроп. Ну, укроп уже порежу и положу прямо в тарелку. Если готовить с открытой крышкой, то и так запах будет. И дымок попадает, и также вылетают эти угольки, пепел. Да, совсем другой, конечно, вкус пищи, приготовленной на костре. Я люблю делать из окуней, даже если мелкий окунь клюет только. Побольше окуня. То же самое, целая картошка, целая морковка, целый лучок нерезанный. И вот так на медленном, чтобы даже еще меньше кипело, чтобы еле-еле булькало. Вот. Хорошенько выварить окуня. И достаешь картошечку вилкой, как только приготовилась, чтобы она не разварилась в хлам. Там морковочку, кто что любит, кто лучок. И юшки добавляешь. А все вот это, кто не любит кости мелкие, как я, окуней перебирать, их я не чищу и даже не потрошу. И отлично получается, очень вкусно. Вот. Ну и здесь наподобие. Ну здесь я почистил, потому что от красноперки шелуха будет по всему бульону плавать. У окуня крепкая шелуха, она не отваливается. Чешуя. Так, уха уже на подходе. Минут 5 осталось. Костер пока горячий. Замочил еще перловки. Буду кормить уже 3-й раз. Ни разу не начав рыбалку. Не каждый на такое выдержит. Терпения хватит. У нас еще говорят, ты столько прикормки туда высыпал, поросенка можно было выкормить. Ну, я почти готов к приему пищи. Так, лучок, чесночок, приправка. Сейчас порежу укропчика немного. Хотя почему немного? Вот. Половника у меня так и нет. Буду набирать чашкой, в смысле кружкой. Ай-яй-яй. В общем, достаю то, что мне надо. Морковочку. Лук я хоть и не люблю вареный, но пусть будет. А эта картоха будет уже к грибочкам. Все, и у меня здесь никаких косточек. Все красиво и вкусно. Так, ну и теперь
в качестве половника. Можно было как-то перелить, конечно, но юшечки я себе еще потом добавлю. Ну, наконец-то я даже не знаю, что же, позавтракаю или поужинаю. Грибы буду уже к ужину делать. Потому что сильно много времени уходит на готовку. Поем юшечки побольше. О, какой класс. И по соли хорошо. Не переборщил. Как мало человеку надо для счастья. Приятного аппетита, кто со мной вместе кушает. Не буду больше вас дразнить этой вкуснятиной. Включусь, когда поем. Так. Опа. Вот уже быстрее. Что он такой узенький, маленький, блин. Если бы не замерз в гамаке, наверное, бы поспал бы пару часиков. Ну вот. Получилось. Так, аккумулятор полностью заряжен. 0 ампер. Все так же 13,3 на основном аккумуляторе. Ну вот теперь на сегодня точно хватит дорезать блинчики, кругляшки. Немного стало не сходиться, так чтобы верхняя становилась между двумя нижними. Придется подыскать разных диаметров поленья и повставлять там, где у меня не получилось одинаковые диаметры сделать.
Осталось совсем чуть-чуть, буквально несколько этих шайбочек отрезать. Неохота искать новое бревно. Попытаюсь это дорезать до конца. Как бы кирпичик сюда подсунуть. Так вот. Вот так. Вот так. Вот так. О. Можно еще сделать несколько резов. А ветер все не успокоится. Не то что ловить. Подкормить, выплыть. И то стрёмно. Сейчас воды пол-лодки наберу. Лопнуть может, зараза. Вот так, что ли. Еще пару нестандартных шайбочек, и можно сказать, что готово. Я уже нашел ручку. Надо сейчас ободрать кору и прикрутить. И вот примерно такое должно получиться. И вот такой совсем маленький пенечек нужен. Эх, не хватило саморезика по длине. А этот хоть бы насквозь не вышел. Ну что ж, вот такая необычная дверь получилась. Лично мне нравится. Ручку специально ободрал от коры черной, чтобы в цвет было. Теперь вот как дубовая. Все в цвет дуба. Главная задача выполнена. Опилок я насобирал. Завтра можно будет сделать раствор и доложить кладку. Ну что, сегодня второй раз буду кушать. Сейчас чищу лук, мою грибочки, к ним закидываю картошку. Если честно, есть так-то особо и не хочется. Юшки так попил
Не думал, что просто вот такой вот наварчиком морковка, да, луковица можно так наесть. Безотходное производство у нас тут. Блин, я не люблю червячков. Многие едят прямо с ними. Если тот такой же. Ужин под угрозой. Блин, этот еще хуже. Да, хороший грибочек. Имеет большой спрос у червячков. Не знаю, насколько это сильно. Не хочу я червячков. Понимаю белок, понимаю, может даже вкусно. В каких-то странах их любят. Ладно, чуть-чуть шляпки туда кину для запаха. По-моему, готово. Очень вкусно. Даже когда ешь второй раз в день, все равно очень вкусно. Я сегодня часто сильно ем. Еще раз приятного аппетита. Не буду опять вас дразнить замечательными блюдами на костре. Поем, попозже включусь. Прилег полежать немного после еды. Теперь думаю пойти покормить рыбку. Но что-то на улице такой ветер поднялся. Я даже не представляю, что там за волны. Надо посмотреть, чтоб лодку волной не утащила. На камеру, наверное, не видно, но волны очень большие. Отнесу на всякий случай все вот это электрическое. Мало ли, может, еще сильнее разыграется, да, чтобы волной не забивала, не погорела, чтобы электрика. Да, гамак, конечно, вещь, но сейчас прохладно на ветру. Пойду я лучше в дом, полежу на кровати. Если честно, не выспался сегодня, рано встал. Буду укладываться уже отдыхать. Так что прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео завтра утром. Пока, спокойной ночи. Ты что, выспался уже? Карлос, я спать иду вообще-то. Ты гулять пойдешь? Ну иди еще раз поужинай. Не хочешь? Ну пошли спать.